должен появиться сейчас аэропорт Толмачева с той стороны, с которой лично мне его приятнее наблюдать. Вот именно с этой. Я родился в Новосибирске и всю жизнь здесь живу, и мне, наверное, кажется, что большинство здесь сидящих имеют примерно такую же историю. Вот. Но есть, наверное, еще меньшая часть, может быть, такая же. Это люди, которые приехали в Новосибирск из других городов, из тех городов, которые здесь вокруг. Вокруг Новосибирска мало крупных городов. И люди, часть из вас, едут в Новосибирск в поисках возможностей для образования, для работы или для культуры. И примерно по таким же причинам люди из Новосибирска уезжают в поисках образования, работы или культуры. И вот когда с этой стороны заходишь в Толмачево, всегда приятно покинуть Новосибирск в поисках чего-то более интересного. И кажется, что в Новосибирске практически ничего не происходит. Меня, конечно, упрекают некоторые мои знакомые из Новокузнецка, говорят, тут ты вообще типа зажрался. Да? Но если смотреть на то, что происходит в мире, кажется, что мы где-то на обочине находимся, здесь совершенно ничего нет. Это вот то, что есть в Новосибирске. То, в чем хочется действительно принять участие, отхватить, зацепиться за историю, за какую-то, да, оно происходит где-то, очень далеко. И зачастую даже, наверное, уже произошло, и туда совершенно невозможно попасть. Невозможно прийти в Толмачево и улететь там в прошлое. Эта фотография сделана в Париже в 1968 году, и там написано, что под асфальтом был мостовой пляж, и в 1968 году происходило много всяких таких интересных событий в мире, которые мир изменили. Молодежь, да, она слишком разочаровалась в таком бюргерском, в мещанском мире, да, и то, что потом назвали там сексуальной революцией или еще там разными всякими словами, все это происходило тогда, и казалось, вот Париж, да, там столько народу, неужели как так вот собрались, что-то замутили, что-то произвели, и хочется туда попасть, но ты живешь в Новосибирске, и совершенно непонятно, что с этим сделать, как там оказаться, и как хотя бы почувствовать хоть что-то подобное, совершенно непонятно. Следующая картинка — это Москва. Это 98-й уже год, эти ребята празднуют 30-летие событий мая парижского. И это такая баррикада, да, как была в Париже, но она из картонных коробок, она совершенно такая имитационная. У них вот один из лозунгов, который я могу прочитать, там написано «денег нет и не надо». А остальные — это какие-то просто французские студенты, которые оказались по случаю в Москве, и художники московские их позвали. И ты смотришь тоже на это, думаешь, 98-й год, я, в принципе, мог там оказаться, хотя мне было всего 12, но все равно, как так, это он уже прошел, уже никаких совершенно шансов нет. И вообще, это же Москва, там вот есть хотя бы, 100, 200, 300 человек, наверное, было, а в Новосибирске где их взять? Думаешь об этом и расстраиваешься. И думаешь, что, наверное, просто вот здесь нет тех людей, которых можно было бы назвать субъектами истории почему-то. То есть тех людей, которые бы создавали что-то такое, в чем, хотелось бы участвовать. Что-то такое, что как-то изменяет мир, создает ощущение сопричастности к истории, которая происходит со всем человечеством, да, со всем нашим большим организмом, в котором мы все живем. И думаешь, почему так происходит? Непонятно. Следующая картинка — это новосибирская группа, она такая новосибирско-уральская, и она называется «Синие носы», она очень известна в мире, и одни из самых известных российских современных художников. Вот посередине стоит Слава Мизин. И почему он здесь стоит? Потому что я хотел процитировать один его, как мне кажется, афоризм. Он очень любит критиковать всех, и он говорит, что Новосибирск — это город наполовину беременных. Что это значит? Это значит, что идей, в общем, у всех полно. Но есть ощущение, что все время чего-то не хватает. Не хватает, денег, спонсора какого-нибудь, волшебной палочки.
ситуации, не хватает людей, вот как вот есть у тебя идея, а нет 300 художников, которые с тобой готовы такой же ерундой заниматься. И сидишь и думаешь, и расстраиваешься. 10 лет назад, мне было 16, я окончил школу, в которой мне все время говорили, что ну вот тебе сейчас нужно поучиться еще немножко вот всякой ерунде, ну, то, которое ты не любишь, там, не понимаешь, а зато потом ты пойдешь учиться в институт и будешь учить только те предметы, которые ты сам выберешь, которые тебе будут нравиться, которые тебе... Есть ощущение, что за 10 лет ничего не поменялось, да? Потом в институте тебе скажут то же самое. В институте ты понимаешь, о черт, что ты думаешь, ты в институте? 4 физики в семестр разных. Я не понимал одну-то в школе, а здесь их 4. И зачем? И что я вообще буду с этим делать? Я как-то оказался на этой специальности, ну там, куда мне хватало моих знаний поступить, чтобы не платить деньги поначалу. И ты сдаешь эту сессию кое-как и думаешь, что, блин, еще там 3 или 4 года и лучше не будет, будет только хуже. И ты понимаешь, что тебя обманывали 10 лет как минимум в школе, рассказывая, что в институте все будет не так, и в институте еще больше, непонятная ситуация, да, и закончишь ты его, и что вот эти 15 лет этого безумия, зачем они вообще нужны, и что делать дальше, я не понимал, честно говоря, как мне вот с этим миром, который меня обманывал до сих пор, как мне с ним вообще коммуницировать, как мне в нем находиться, какое место мне в нем занимать. И было ощущение, ну это, наверное, у многих такое ощущение в том возрасте, который называют переходным, когда, да, такие как бы иллюзии, они рассыпаются, и ты понимаешь, что все в мире как-то не так, как тебе рассказывали в сказках. И произошло одно событие, я помню, на первом курсе, которое меня и моих одноклассников, одногруппников задело. Сейчас бы, наверное, уже не задело, не знаю. После терактов в Америке США решила отомстить за них почему-то Ираку. И, ну, наверное, потому что там нефть была. Сейчас такая версия распространена. Вот, и решили там свергнуть Саддама Хусейна, там напасть, и мы увидели, что висят афиши в университете, на которых написано, что вот, значит, будет митинг против войны в Ираке. И я думаю, блин, вот меня, вот это кажется то, что мне нравится, да, мне совсем не нравится война, а на митинг надо сходить. И мы пошли с друзьями туда и увидели там ребят, хороших, наверное, ребят, неплохих. Вот, они нацполами тогда назывались. И, ну, ничего смешного на самом деле, хорошие ребята. Вот, но они предложили нам, говорят, давай сейчас мы будем кричать кричалки. Сегодня мы с плакатом, а завтра с автоматом. И мы посмотрели на них и думали, ну это же какое-то безумие, какой автомат, ну это же, что это как вот, знаете, как кино было там, я самая обаятельная и привлекательная. Такой автотренинг, который как бы, ну, самовнушение такое, да, с этими автоматами, ну какая-то чушь. Через 2 года на самом деле у кого-то из них нашли там типа патроны или взрывчатки, 2 посадили, остальные разбежались. Но, в общем, все это казалось как-то грустно и также примерно лживо, как и весь остальной мир. Мы продолжили поиски, мы продолжили ходить на вот эти вот политические ивенты. На 7 ноября, я помню, возле НГТУ, где мы учились, возле ГУМа проходила демонстрация, и мое, ну, такое основное впечатление, мы пришли, и стоит на ступеньках ГУМа какой-то там депутат КПРФовский, коммунистический, типа, и кричит по очереди там «Долой!», потом «Даешь!». И люди, которые стоят в толпе, они на самом деле не всегда слышат, что именно он кричит. И ты понимаешь, что часть людей кричит «Долой!», а часть людей кричит «Даешь!». И происходит такое смешение и такое ощущение полного какого-то сюра, там, абсурдности, да, вообще, что происходит, там, мир катится в безумие, а те люди, которые его, пытаются там притормозить, да, какую-то альтернативу предложить, у них все вот примерно так же, как во всем мире. И мы думали о том, как вот если мы на такой штуке будем участвовать, что же мы можем от себя заявить?
и пришли к выводу, что ну, это только могут быть какие-то личные эмоции такого офигевания как бы, от того, что мы видим вокруг. И мы думали и понимали, что вот подходит 1 мая очередное. И как-то так совпало, что вокруг нас, вокруг группы друзей нашлось несколько людей, которые жили примерно с таким же ощущением. И эта идея, которую мы там стали обсуждать, что давайте мы вот выйдем на 1 мая и ну, не будем прикидываться там, как бы, позицией там, да, или кем-то еще, а выскажем свои такие искренние эмоции по поводу вообще того, что мы думаем. И вот следующая картинка, это вот как раз 1 мая 2004 года. Там написано «Таня, не плачь». Ну, это как бы обращение, которое оно примерно равноценно любому даешь или долой. Да? Оно примерно так же направлено в пустоту, оно ни с кем как бы не пытается коммуницировать. Там вот слева, чуть ниже под Таней, такой длинный «ыть». Это тоже, ну, как бы вот ощущение растерянности. Тебе хочется что-то сказать, но на самом деле и не хочется, потому что те люди, которые тебя как бы, ну, должны слушать, тебе не хочется с ними коммуницировать. Ты вот просто так хочешь в пустоту, да, и вот эти две таблички посередине, которые милиционеры сразу отобрали, они, наверное, ну, они разгадали ребус. И это тоже, наверное, очень емкая характеризация того нашего чувства, которое вывело нас на улицу. У нас было там немножко тряпочек, каких-то палочек, портретов, напечатанных на принтере, там Сальвадор Дали, а сзади там такая просто, знаете, как когда огораживают ленточкой что-нибудь, там красно-белые такие диагональные штуки. Вот такой тоже лозунг был. Вот, и нас почему-то стали задерживать. Там 5 человек задержали и заставили написать такую объяснительную в милиции, которая стала... Ну ладно, в объяснительной было написано: я там такой-то, такой-то вещь, значит, подтверждаю, что мой лозунг как-нибудь так, в кавычках, и монстрация, в кавычках, не призывал к свержению конституционного строя. И это стало как бы следующим после той пустоты и после ощущения всеобщего абсурда, из чего складывалась там, наша акция, из чего складывалась наша маленькая, тогда еще непонятно, но потом оказалась история. Вот. И чтобы поиграть с этой формулировкой, да, мы как бы, нам не от чего было отталкиваться, мы пытались отталкиваться от того, что притягивается к нам. Вот к нам притянулись милиционеры с этим конституционным строем. Это мы на следующий год такую штуку сделали, сугубо ради игры, сугубо ради игры вот в этой объяснительной, да, чтобы там была такая формулировка, типа наш лозунг, призывающий к свержению конституционного строя, не призывает к свержению конституционного строя. У меня нет на самом деле других фотографий, потому что его отобрали даже вот еще в развернутом виде, нам не дали раскрыть. Это мастерская Кости Скотникова, он стоял рядом с Мизиным вот на этой фотографии, НАТО Welcome. Он был с топором, он преподаватель архитектурной академии, почти 30 лет там преподает. И если здесь есть студенты, они подтвердят, что есть, да, что его, мне кажется, любят очень сильно, он хороший парень. Что у нас еще есть в Новосибирске, кроме пустоты, у нас еще есть пресса. И мы, естественно, рассчитывали на нее, потому что вот эту акцию мы вообще считали ее художественной, искренне совершенно, называли себя художниками. Даже нескольких людей в этом убедили, и себя в том числе, но чуть попозже. Вот. Ну, здесь, в общем, как бы нет каких-то выставочных пространств, да, там, через которые может художник там, продвигаться, типа, там, показываться. Но зато есть пресса. И мы пытались в прессу все это вбрасывать, говорить, что вот у нас тут как бы всякие такие штуки. Естественно, все это показывали там, в газетах, в интернетах. И люди писали, что «О, здорово, мы придем на следующий год. Мы обязательно придем, мы напишем вот такие лозунги», хотя мы даже сами не планировали это все дело повторять, но неизбежно как-то по инерции все это развивалось, опираясь на такие истории, типа, да, как бы, казалось бы, откуда взяться этому лозунгу. Спасибо милиционерам
Следующая картинка. У нас был такой, в 2009 году была история, когда из центра всех коммунистов мы ходили за ними, потому что не умели сами, честно говоря, ничего зарегистрировать, там, заявлять, всякие бумажки оформлять. Их из центра поперли, и мы решили на это среагировать, симметрично, потому что мы хотели занять место в истории достаточно, такое, по-настоящему, да, и думали, что, есть мэрия, которой мы там не нравимся. Это уже хороший такой признак. Потому что мэрия нам тоже не очень сильно, да, помните вторая картинка с этими ребятами рыжими? И у нас просто сказали, что на том месте, где мы ходим обычно, пройдет эстафета, и окей, у нас есть идея, что нам делать, мы скажем, что у нас забрали место, и в ответ заберем место у мэрии. Симметричный такой, достойный ответ, полномасштабный. Объявили, нарисовали таких картин, выставили их в маленькой галерее. Их там было, по-моему, штук 7, и там все называлось план. Значит, там были такие планы, как в учебниках истории, с каких сторон нужно подходить к мэрии, во сколько, и каким образом мы будем ее заколдовывать, значит, бить в бубны, поднимать ее над землей, чтобы можно было занять территорию. Что это все ровно в 12 по звону курантов произойдет. В течение часа мы будем монстропляски. Я не знаю, почему еще откуда это появилось. Но мы пообещали, что ни в коем случае ничего не надо бить, никаких стекол, исключительно силой магии, силой бубнов и мантр. И шутку это не очень, в общем, поняли те люди, которые отвечают за правопорядок. И произошла такая история, я немножко оказался в клетке, ненадолго, слава богу, и тем людям, которые меня тут доставали. Но благодаря этой плохой истории, которая приключилась, это к вопросу о том, что еще у нас есть в нашей пустоте. В нашей пустоте есть репрессивный аппарат, и последний год он такой достаточно сильный. Он неприятный, но он есть, и, наверное, от него тоже можно как-то отталкиваться. Благодаря этому, благодаря этой истории про монстрацию, которая, честно говоря, не очень-то много кого интересовала. Подумаешь, где-то в Новосибирске, да, в краю, откуда новостей в федеральном пространстве в принципе не бывает, что может произойти в Новосибирске? Раз в год покажут прогноз погоды про Новосибирск, и я не знаю, какой-нибудь курьез. Или лисичек разводят, или еще что-нибудь. А то, что за всякие лозунги с глупостями человека начали прессовать, причем отдел по борьбе с экстремизмом, это всех, конечно, развеселило. И благодаря этому такому небольшому взрыву в медиа, на следующий год нашу акцию решили повторить в городах в 15. Можно следующий слайд, он последний будет. Если все так ходить начнут, то это какая-то анархия настанет. В плохом смысле, конечно, анархия, да, но с другой стороны мы-то вкладывали хорошее самоорганизованного общества. Это все такое. То есть совершенно из пустоты, как говорится, из грязи, из палок и из подручных материалов зародилась такая история, которая существует за пределами Новосибирска и за пределами даже России, потому что несколько городов на Украине все это дело повторяют. И становится понятно, что мы в какой-то момент просто перестали быть чуть-чуть беременными. У нас, в общем, ничего не было, собственно, да, кроме желания проживать какую-то историю, быть вписанными иметь какую-то сопричастность к миру, в котором мы живем. И кто такой субъект истории? Я думаю, что это каждый человек потенциально может им быть. Ему достаточно перестать быть наполовину беременным. Идеи-то на самом деле, наверное, есть у всех. Идей у всех полно. И ничего практически не нужно, чтобы их реализовать. Нужно только сделать шажок. И, как говорил один мой товарищ, с которым мы делали самую первую демонстрацию, он любил говорить, успокаивая меня, что Артем, мы не ракету строим.
И действительно, мы не ракету строили, да, и можно было сделать что-то где-то не до конца. Нет у нас денег на вообще ни на что, да, можно же и без них обойтись. Денег нет и не надо, как говорили ребята на баррикаде на Большой Никитской в Москве. И один важный тезис, когда я говорил, что очень люблю смотреть на Толмачева с этой стороны, когда уезжаешь, то, что все время хочется покинуть Новосибирск, ну, не на совсем, но хоть на время. Теперь у меня есть, ну, лично у меня и, наверное, еще нескольких десятков, сотен, может быть, даже тысяч людей, день в году, когда Новосибирск покидать не хочется. 1 мая каждого года мы делаем эту акцию, вот она уже была 10-я. И некоторые мои друзья, они, это сложно поверить, они приезжают из Москвы специально на эту акцию, но в чем, собственно, соль? Из Москвы за те деньги, сколько стоит билет в Новосибирск, можно улететь вообще куда угодно. Можно лететь в Нью-Йорк. 15 тысяч рублей стоит то же самое, что в Новосибирск, туда обратно слетать, что в Нью-Йорк, что не надо. В Европу вообще за 100 евро, наверное, можно это сделать. И это хорошо. Это хорошо, потому что, наверное, если кто-то еще будет создавать такие события, ради которых Новосибирск не хочется покидать, нам всем здесь станет жить гораздо приятнее и веселее. Кто такой субъект истории? Ну, в общем, ты субъект истории. Каждый человек — это субъект истории. Помните об этом и попробуйте с этой мыслью что-нибудь сделать сегодня, ну или завтра. Спасибо.